Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за новыми выпусками и нашими встречами с Александром Лазаревым. Он на связи. Александр, приветствую вас. Здравствуйте. Друзья, подпишитесь на Александра, ссылки в описании к этому видео, и Telegram, и, конечно, YouTube каналы. В общем, следите за новыми встречами, новыми обсуждениями. Но тут, знаете, каждый день нам преподносит что-то новое. Зеленский прибывает в Швейцарию. Резко испарились, собственно, украинцы, которые требовали, чтобы лидер был вместе с ними в самом тяжелом этапе, собственно, да, происходящего. Очередные удары по Украине, Кривой Рог, обстрел, в общем, Харьковская область тяжело со светом, Киев никто не отменял, ну и, собственно, другие города. Просто всех перечислять, это, конечно, катастрофа. Но эту катастрофу, собственно, надо решить. Уитков говорит, один вопрос остался, один, и мчит в Москву. То есть параллельно Москва, Путин, Уитков и Трамп, Зеленский. Если взять вот это измерение, вот этих двух встреч, то явно, что эта синхронизация неспроста. И явно не просто там моча в голову стукнула Трампу сказать, что где-то тут Зеленский, мы с ним скоро встретимся. Видимо, какой-то у американцев план насчет Украины. Какой? Насчет плана американцев, да, план там один, и он давно, в принципе, понятен, и даже публично неоднократно высказан Трампом в его администрации, записан в стратегию по нацбезопасности. Украина для Соединенных Штатов Америки – это камень преткновения на пути стабилизации, нормализации отношений с Россией. Об этом американцы написали прямо у себя в стратегии национальной безопасности. То есть это официальный курс государства, это официальное заявление администрации Трампа и всех Соединенных Штатов Америки. То есть это не просто какой-то политолог, какой-то эксперт, какой-то политик где-то высказал. Нет, это государство зафиксировало. И Трамп пытается добиться стабилизации этих отношений. Для этого ему необходимо решить украинский кризис, войну, которая сейчас идет, и таким образом снять эту проблему со своих плеч и перейти к нормализации отношений. Но на пути, да, стоят определенные преграды, и мы их видели в Давосе. Мы видим, как коалиция решительных, да, начала решительно препятствовать Дональду Фредовичу в восстановлении отношений. Вот чего стоит только выступление Стармера, который сказал, что мы стоим и не позволим ему забрать Гренландию. Чего стоило выступление Макрона. И потом такой, ну, даже не тонкий, смешной стёб Трампа с его очков, да, и со всех остальных его там высокопарных фраз про базуку и про прочие вещи. То есть, по сути, мы видим, что европейцы стали в позу. Это даже не позиция, это поза, которая мешает Трампу достигнуть тех результатов, которые он хочет. Зеленский присоединился к европейцам. Давайте вспомним буквально 2 дня назад, до того, как он экстренно его вызвали на ковер к Дональду Фредовичу. Что было? То есть он сначала, ну не он, его окружение сделало заявление, что вот в Давосе будет подписан договор там о развитии Украины, экономических вложениях и прочем. Трамп приедет... Александр, надо точно. Процветание. Процветание, да, никак не могу запомнить. Это слово, это прям, знаете, это прям очень важно. Продолжайте, пожалуйста. Да, только тут более точно выцветание, наверное. Ну, процветание, значит, договор. Трамп сказал, что ничего подобного он не знает, не читал и подписывать, соответственно, не будет. После этого Зеленский разразился, да, полетели всяческие эпитеты, он начал рассказывать о том, что ехать на бессмысленные разговоры он, важный человек, не будет, ему необходимо остаться с украинцами дома и решать те проблемы, которые вот возникают. И куда же ему, президенту, который должен быть со своим народом в такое скрутное становище, ехать по каким-то Давосам там разгуливать в тепле, хоть и в горах, да, но в тепле. После этого Зеленский делает еще несколько заявлений о том, что Трамп вообще ни на что не способен, что Трамп не может остановить Путина, и вообще никакой Гренландии ему отдавать нельзя. Зеленский поддерживает Данию, и нет аннексии Гренландии. То есть фактически публично наносит, да, имиджевый удар для Трампа, потому что часть его кампании на будущих выборах в парламент американский, которые состоятся осенью 2026 года, она строится на том, что Трамп всесилен, он решает все конфликты в мире, он может остановить кого угодно, как угодно, кого-то купить, кого-то завоевать, кого-то похитить.
вот, а с кем-то договориться, потому что считает его себе равным. И тут Зеленский выходит и говорит, а он ничего не может, друзья. То есть он не решает вопросы, он с Путиным ничего решить не может никак остановить. То есть это удар определенный, который делает пас для демократов на этих выборах, что вот Зеленский говорит, что Трамп не может решить вопрос войны в Украине. Трамп начинает открыто стебаться Зеленского, выступая. Говорит, где-то он должен в зале сидеть. Где ты, Вов, где ты? Ты здесь находишься? А, не здесь? Так у меня же с тобой встреча запланирована. Но это выглядит очень комично. То есть он реально юморит. То есть он иронизирует Зеленского, стебется. После этого Зеленский в экстренной ситуации, в чрезвычайной ситуации выезжает в Польшу, да, из Польши летит в Давос. Ситуация какая-то, если честно, экстренная. Вызвали. Я просто должен добавить, ну, чтобы потом не возвращаться к этому. Селектор проводит в полумраке, а в соседнем кабинете включается работник его офиса, то есть в этом же здании, да, в этом, уже со светом. То есть забыл свет включить, экономит, наверное. Ну, то есть вот даже вот этот... А не надо было Мишу увольнять. Не надо было Мишу увольнять. Или говорят, что Миша вроде не работает. Ну, технологи нужны, понимаете? То есть, ну, человек начал заниматься этой самодеятельностью. Ой, а давайте покажем, что я вместе с народом. У меня нет света. Хотя компьютер у тебя каким-то работает, да, ну, как, если у тебя нет света, соответственно, ты зарядить не можешь. Вот, дальше, в соседних кабинетах там отчетливо видно, у всех есть свет, то есть, получается, всем свет дали, про Зеленского забыли. У него не только нет света, в нього немає і тепла. То есть, это такой антоним к песне Тіни Кароль, да, в нього немає світла і немає тепла. Публикует градусник. Замерзает Владимир Александрович в офисе президента 13 градусов. Хотя с теми стенами, которые там, да, поскольку по 2 метра, наверное, стены ВП, вот, там должно быть минус 13, потому что они очень быстро охлаждаются, и нагреть их тяжело. Поэтому комедию такую лупят, просто ну, на голову не налазит. Есть ощущение, что люди начали заниматься самодеятельностью, поувольняли любых консультантов, хотя до этого там консультанты не 7 пядей во лбу были, но они хоть чем-то занимались. А сейчас Зеленский, наверное, взял все в ручное управление. Или давай такой антикриз запустим. Выглядит максимально нелепо, смешно и по-издевательски по отношению к народу Украины, который реально мерзнет, сейчас сидит в холодных квартирах. Ну, возвращаясь к Давосу, его вызвали. Его банально вызвали, причем вызвали в такой стебной манере, неуважительной манере. Где ты? Ты должен быть здесь. А почему? Нет. Я с тобой встречаться должен. И он экстренно выезжает после всех слов, которые он сказал. Как вы считаете, в каком контексте, да, и под каким ударением будет идти диалог с Зеленским после его публичных высказываний против линии Трампа? Ну, он будет его разносить. Может быть, да, не публично, да, а может даже публично. Будут издевки, будут смешки в сторону Зеленского, будут говорить, тебе надо подписать. А буквально там сколько? Дней 5 назад Трамп что сказал? Путин хочет подписать, а Зеленский не хочет. И сейчас он как будто будет его убеждать. А дальше мы увидим, потому что сейчас Уитков полетел к Путину. И вот встреча у них пройдет, как уже сказано наперед, очень хорошо, потому что подготовились они очень хорошо. Еще несколько ящиков икры Уиткову дадут, чтобы он довольный летел обратно. Посекунчики. Вот. Посекунчики. Блин, не могу никак запомнить. Я рассекайчиками называю. Посекунчики, да. По секундчикам ему тоже вгрузят тоже несколько ящиков, и полетит он довольный домой. Путин же сказал, что нужен миллиард для этого совета в газе мира, возьмите из замороженных активов. Нужны деньги на восстановление Украины, возьмите из замороженных активов. Он вообще на все согласен. Вот, то есть вы заметите, у них полный коннект. У Путина с Трампом, и этот коннект публичный. Вот то, что у них он давно есть на кулуарном уровне, это тоже понятно по многим событиям. Мы с вами обсуждали венесуэльский вопрос, да, и другие зоны влияния. Вот. Но то, что это уже и публично есть, а Зеленский в этот коннект не вписывается. И вот будем наблюдать, чем закончится сегодняшняя встреча. Но мне кажется, что отчитают парня, отчитают очень сильно за его экспрессивные и неуместные высказывания. Но параллельно-то с этим все же ждут орешник. Ну, вот сейчас мониторы, это же, или это уже как бы все сообщили и забыли, понимаете? Зеленский объявляет нам о тяжелых ударах по Украине, и они сбываются, удары действительно тяжелые. Орешник все ждут, вот уже второй день. Вот
второй день, да, то есть все предрекали. Люди валят из Киева, причем это делает элитка, ну, то есть те плюс-минус, которые там новопечерские липки и так далее, да, люди попроще переглядываются, говорят, а что происходит? То есть все такое ощущение чего-то ждут. Я по поводу Совета мира хотел бы отдельно. Сейчас вернемся к Киеву и к каким-то моментам. Вот есть такое выражение, катарсис, да, вот что-то такое должно произойти. Есть ощущение, что что-то такое должно произойти. Потому что мы можем же по поводу Трампа, Зеленского и Уиткофа Путина еще до встречи, может быть, вы будете смотреть, дорогие друзья, это потом или когда пойдут новости. Но вот смотрите, мы общаемся. Неважно. То есть одни встретились, вторые встретились. Вполне себе нормальная реакция, и это уже читается сейчас, по крайней мере, событийно, что Зеленский не пойдет. Он встретится, они очередной раз поставят 2 стульчика, как на похоронах Папы Римского, посидят, скажут, хорошая была встреча, нехорошая, толку никакого. Ну, то есть встретятся. Британия объявила демарш и говорит, нас не будет на подписании Совета мира, поэтому... Аривидерчи. Макрон быстро-быстро свалил тоже с Давоса, выступил в очках и смылся. То есть мы понимаем примерно вот эти коалицию желающих. Там премьер Бельгии что-то там рассказывает про гусеницу. Ну что, Трамп как гусеница. В общем, мы уже видим очертания конкретного... Да, голодная гусеница. Очертания конкретной уже, да, вот фронды, да, вот, или как бы тех, кто будет противостоять Трампу. Поэтому, судя по всему, Зеленский, опираясь на них, на их средства, на их деньги, на их поддержку, ну, будет стоять на своем, короче, ничего не добьется. Трамп от него. Этот сценарий мы тоже можем вот сейчас рассматривать. Есть такая... версия, она очень и очень тяжелая для восприятия, потому что говорят, это конспирология, бред какой-то. Ребята, не бред. Смотрите, он подпишет вот эти все документы, учреждающие Совет мира. Лукашенко уже взял ручку под камеры, как кровью почти расписался, говорит, все, наше законодательство теперь учитывает решение Совета мира. Короче, да. Путин, как вы отметили, красивый ход сделал. Вон лежат на полке деньги, возьми оттуда, и будет тебе. Я сейчас, хочешь, переговорю с этим Аббасом. Ну, надо же газу восстанавливать, это миллиард для газа. Сейчас закончим войну, окей, разрушенную Украину будем поднимать. И тут уже не важно. Мне почему-то кажется, это касается и территорий, которые под контролем России, и не под контролем России, и Запорожская АЭС. И на эти деньги возьмут и построят этот майнинг-центр возле Запорожской атомной, будут крипту майнить. То есть это все как бы перспективы такие. Витков говорит, свободная беспошлинная зона, но опять-таки она же не для Зеленского, да, предлагается. Она предлагается для американцев, которые имеют капитал, они ничего не вкладывают, они имеют капитал, российский доступ к ресурсам, ну и будут операционно управлять, выкачивать деньги, ресурсы и все остальное. Вот такой мир. Смотрите, очень важный момент. Совет мира гипотетически, да, признает, ну, там уже собрались лидеры, которые готовы подписать, и это во что-то очерчивается. И вот, например, Совет мира будет ликвидировать угрозу в Украине. Угрозу миру. Поэтому то, что сваливают из Киева товарищи, вполне себе укладывается в возможную, опять-таки, гипотетически, ну, например, совместную операцию по низложению лютующего непонятного киевского режима, который мешает светлому продвижению мира во всем мире и в Украине в частности. Мешает Трампу, мешает всем. И это уже будет не только там Путин и Трамп в связке, это будет Путин, Нетаньяху, Лукашенко. И тогда уже никто не спросит Лукашенко, а что это ты предоставил свою территорию, если наступление какое-то нужно организовывать? А почему ты? А почему ты? Все будут в еде, это будет решение Совета мира. Ну, например, угомонить истерические, воинствующие порывы Зеленского. Как вам вот такой геополитический расклад на условно длинной, среднесрочной длинной дистанции?
Насчет первой части вопроса, насчет Зеленского и поведения, да, в этой коалиции, которая выстраивается вокруг Британии и Франции, здесь именно так оно и будет. То есть они публично высказали, что они против Трампа, против его решений, и в геополитическом аспекте они являются сейчас врагом номер один Соединенных Штатов Америки. Потому что стратегии нацбезопасности, они записаны как противники мира, то есть как те, которые не дают Трампу урегулировать конфликт в Украине, не дают достичь мира между Украиной и Россией. Это публично записано. Но, по сути-то, мы прекрасно понимаем, что у Трампа, и мы неоднократно это обсуждали, основной конфликт, фундаментальный конфликт с неоглобалистами, с представителями космоэкономического капитала, то есть с европейцами, с монархиями европейскими, с демократами, которые, например, в Соединенных Штатах Америки. Это все одна и та же сила, это неоглобалисты. У него с ними конфликт. И он объединяется ситуативно с Си Цзиньпином, с Путиным и с другими ребятами, для того, чтобы этот конфликт решить в свою пользу. И ему будут в этом всячески помогать. То есть старые европейские деньги, все эти кланы, которые влияли на мировую политику, они сейчас под большой-большой угрозой. И Зеленский при всех этих раскладах выбирает опять сторону слабого. То есть он становится на сторону Европы, против которой стоят три столпа геополитических сил, которые могут вокруг себя объединить еще и глобальный юг, условно говоря, да, и объединить вокруг себя и Ближний Восток, и другие страны, которые тоже могут влиять на эти процессы. Он опять выбирает не тех, с кем ему нужно двигаться, да, но с ним все понятно. То есть он свою позицию застолбил. Я думаю, что последний аргумент будет еще звучать в его сторону. Володь, ты подумай, да. Вот Трамп ему, наверное, скажет: Володь, подумай все-таки, чем это может закончиться. Потому что с этими ребятами вопрос будет решен. А что будет дальше с тобой? А когда закончится твоя каденция, да, не в юридическом смысле, она уже закончилась в мае месяце 2024 года, да, вот, когда она закончится фактически, что ты будешь делать? Когда тебя объявят в розыск Соединенные Штаты Америки, когда тебе будет Интерпол искать за хищение денег американских налогоплательщиков, у них, поверьте, есть методы против Кости Сапрыкина, есть и очень много. И эти методы прокатаны. И более того, если кто-то думает, что там Зеленский сможет потом где-то скрыться, ну, может быть, бритиши ему предоставят такую возможность. Другие страны, чей паспорт поговаривают, я лично не видел, он имеет, откажутся, да, аргументируя это тем, что он угроза национальной безопасности. Поэтому как бы ему необходимо еще подумать в этом контексте. Возвращаясь к Совету мира, я тоже долго думал над моделью, которая выстраивается, и эта модель действительно в будущем, она сейчас обкатается на газе, в будущем может быть использована на территории Украины по урегулированию конфликта и обстановки. Я не вижу пока возможности ведения каких-то войск и операций, например, совместных там из Запада, да, и Востока против Зеленского. Мне кажется, что таких радикальных мер не будет. Будет, скорее всего, то, что сейчас есть на поле боя. Вот там будут решаться определенные моменты, будет идти истощение, и потом Трамп предложит это решение. Вот есть Совет мира, в который все коллективно входят, и этот Совет мира может взять под временный контроль Украину для того, чтобы совершить транзит системы. Вот транзит системы они могут совершать. И когда этот будет временный контроль, это значит, что будут представители всех государств, которые входят в Совет мира, которые будут влиять на принятие решений внутри Украины. То есть это такое коллективное управление государством, причем коллективное внешнее управление государством, не внутреннее. После этого будет создан и электоральный транзит, и потом можно будет говорить о каких-то выборах. Но это потом. Сначала, скорее всего, Совет мира будет работать именно так. Поэтому нежелание туда входить британцев, Зеленского, да, и всей этой тусовочки европейской, оно именно это и подтверждает, потому что Совет мира формируется без учета их интересов. Как его сделают, то есть как его прокатают, это такая, я еще пока не помню подобных моделей, да, решения конфликтов. Это нечто новое. Это нечто новое, историческое, сейчас происходит на наших глазах. И обкатают его на территории Газа. Дальше, я думаю, будет Украина. Вывод войск из Донбасса.
смотрите, вот давайте так, есть два варианта. Зеленского доламывает Трамп на Давосе, и тогда, как все поняли, потому что Уитков не говорит, что там за один вопрос осталось решить. Но все подразумевают, что это как бы вывод войск из Донбасса. Ну, вот такой тяжелый, который там никак не решается, стоим, где стоим, говорил Зеленский. Ну, то есть вот так. И, ну, допустим, да, вот это случается. Но это же вообще полная девальвация Зеленского. Он говорит, я тут со своими людьми, никакой Давос, и поеду в Давос только если подпишем реальные гарантии безопасности от США, ПВО и прочее, да, то есть и процветание на 800 миллиардов. Вот тогда я поеду в Давос. Ничего не подпишет, а только привезет с собой, например, вывод войск из Донбасса. Что в этом случае, в этой модели, мы не знаем, как будет на самом деле, но есть, что в этой модели как бы будет происходить дальше внутри украинского политикума. Смотрите, вы правильно сказали, всех поувольняли. Там даже этого кладбищенского политтехнолога Петрова и того турнули, и там говорили, ну, опять-таки, да, там приходил к нему кто-то, в общем, требовал чего-то, мол, шуруй в ТЦК. Это тот, который... Это там, Толя вчера писал, да. тот, который там, вот это вот все, давай, ты ж ухилянтов гнобишь, ну, давай сам попробуй. У него самого тоже как бы нет лица на нем, записывает видео какие-то, что вроде я еще в своей машинке, вот живой, смотрите, не заставляйте меня комментировать. Это ведь маркер системы. Плюс абсолютно просто пошел в разнос какой-то момент по контексту ситуации. Да? Он поменялся в Украине разительно, и с каждой неделей, условно, еще неделя подобного ада, и мы увидим вообще другую Украину. Имеется в виду другое общество. Потому что там обкладываться резиновыми членами, потому что у них температура 38 градусов. Это говорит подруга Кулебы, которая у него берет из соседней комнаты интервью, где он там рассуждает, что а давайте кофе пойдем купим, давайте в ресторан сходим, поддержим производителя. Кулебы, да, которые там... То есть не понимают люди. Тину Кароль вы упомянули, ее, да, она уже прям извиняется, все равно эта волна идет. Дальше. Нашли уже жену Усика, который по ретритам на Бали, вот это вот путешествие. Та же ситуация, такой же посыл, да, вот этого чувства контекста. Очень вот этот разрыв, и поэтому не все эти звездочки и всякие там элитки и кутаются, и выключают у себя свет, и градусники вот эти показывают всем, что они понимают, что сейчас что-то будет закипать внутри. Действительно ли это решение, это прям очень важный политологический вопрос, условно, да, вывод войск из Донбасса. То есть задача какая? Прогнуть Зеленского, чтобы он отдал этот приказ. То есть публично, открыто вышел, сказал, Краматорск, Славянск, эвакуация, есть там неделя или 10 дней, людей сгребаем, поселяем там по городам, мэры принимают, мы отходим. Это он должен сделать он. Все почему-то, хоть кол на голове тиши, говорят, что это конец Зеленского. Вы как думаете? То, что конец в политическом смысле Зеленского, я в этом даже не сомневаюсь. Вот, и неважно, примет он это решение, да, которое с точки зрения его имиджа и вообще его официальной идеологии и позиционирования, да, будет крайне негативно сказываться по нему или не примет. То есть, если Зеленский соглашается на вывод войск, я не верю в это. То есть, я сразу говорю, что я не верю, что Зеленский на это согласится, с учетом того, что мы только что обсудили, чью стратегию он занял. Да, Зеленский Трампу, его научили по-иезуитски себя с Трампом вести, не так по-идиотски, как это было когда-то в кабинете там, в Белом доме, да, когда он начал с ним ругаться, бодаться, рассказывать, да шо вы, я все знаю, понимаю, там как-то огрызаться. Нет, ему британцы объяснили, что с этим человеком так себя вести нельзя, с ним нужно во всем соглашаться. Соглашайся, кивай головой, да, конечно, мы все сделаем, мы выведем, когда, нужно подготовиться, пусть парламент подготовит, пусть те подготовят, как он про выборы, собственно говоря, говорил, то есть, да, что должны сделать парламентарии. Вот такая же история будет и с выводом войск. Он будет Трампу кивать головой, конечно, да,
да, мы рассмотрим этот вопрос, он очень важный, очень нужный, но очень острый, поэтому не требует дополнительной доработки. Я соберу совещание СНБО, и мы все вместе будем сидеть и это все рассматривать. Будет именно так. Никаких войск из Донбасса он выводить не хочет и не планирует, потому что ему британцы сказали, что Вова, стоим до последнего, иначе те гарантии, которые мы тебе даем, личные гарантии для него, для его семьи, для его окружения, они обнуляются. А с американцами он уже прекрасно понимает, что гарантии ему никто не даст. Кто еще остается? В Ростове его тоже не примут. Да, куда он еще может лететь? В Пекине тоже не возьмут. То есть, по сути, да, у Зеленского там вариантов особо нет. Он себя поставил на шахматную доску в виде пешки. И эту пешку сейчас крутят и мутят, как хотят. Он даже не ферзь, как он раньше себя пытался позиционировать. Он банальная пешка на шахматной доске. Поэтому он будет делать то, что ему продиктует сейчас Британия. У него нет другого выбора. Он вместо того, чтобы руководствоваться интересами украинского народа и государства, начал руководствоваться интересами Туманного Альбиона. Вот куда они его привели. И я считаю, что это должен быть хрестоматийный пример для будущих руководителей Украины, да, для будущих руководителей нашей страны. Ребята, вот кто там будет, да, не знаю, так сказать, привет в будущее. Смотрите, к чему приводят подобные курсы государства и выбор партнеров. Когда-то Эдрихин Ван Дам говорил, что хуже вражды с англосаксами может быть только дружба с англосаксами. В данном случае речь конкретно идет о Британии, о классическом определении этого термина. Поэтому касательно Зеленского и его выбора, еще раз, не верю в то, что он это пойдет, но это так или иначе, нравится это или не нравится, это состоится. Вы правильно сказали, что подготавливают почву, расставляют таких людей, которые ориентируются на Америку, а не на Британию. И Зеленского обложили, да, не жена Кулебы, правда, хотя, я думаю, она тоже скоро может его начать обкладывать, да? Но американцы обложили, и, как пел Высоцкий, весело гонят номера. И в данном случае номерами будут вот эти условия, которые ему нужно будет либо принять, либо попасть в такое положение, в такую обстановку, в такие обстоятельства, что от него тогда не будет вообще ничего зависеть, и ничего требовать уже тоже никто не станет. То есть, по сути, ситуация будет решаться без него. И он находится это даже не вилка, я даже не знаю, как это назвать. То есть он на очень серьезной растяжке, которая в будущем приведет к одному и тому же исходу. Очень интересно, что по состоянию на момент нашего разговора уже есть этот Совет мира, документы подписаны. Значит, Алиев, Пашинян как символы, да, вот этого миротворчества Трампа, он до сих пор, ему сложно выговорить слово Азербайджан, но ничего страшного. Абибарджан так Абибарджан, то есть, да, это Трамп. Значит, он подписал Совет мира, устав этой организации, объявил о создании и заявляет, что Путин готов войти в состав и хочет видеть в составе этой организации лидеров, цитирую, с реальной властью и влиянием, а не младенцев в политике. Как только этот Совет мира будет полностью сформирован, мы сможем делать практически все, что пожелаем. Мы будем делать... Смотрите, и мы будем делать это совместно с ООН. Вообще, конечно, Трамп, знаете, как в ближнем бою в боксе, да, он идет на сближение, там, шаг назад, идет на сближение, шаг назад. Вот такая тактика есть у него. Гренландию, говорит, я не буду захватывать. Не-не-не, ребята, она мне нужна, дайте мне этот кусок льда. Сегодня прошла новость о том, что уже ценник подрос, говорит, гренландец, $1 миллион тебе, каждому. То есть ценник растет. Соглашайтесь. Пока $1 миллион, да, там 10 тысяч какие-то говорили, 100 тысяч, лям тебе, гренландец. То есть он серьезно шатает. Говорит, военным путем не буду решать, мы с НАТО, мы действительно верны союзам, всем остальным, немножко выдохнули рынки, и этот S&P, и, в общем, там, крипта, все немножко так, слава богу, не будет никакой там войны внутри НАТО, хорошо.
Хотя сам по себе факт войны внутри НАТО, простите, пожалуйста, да, турки с греками, да, вот эта Ну вот да, этот история. конфликт уже давно есть, да. Ну, то есть, поэтому тут тоже такой момент. Но, тем не менее, вроде как наехал, но немножко сдал назад. Сейчас тоже, да, вот такая история. Мы вроде как Совет мира, но будем делать совместно с ООН. То есть, получается, это совбез. Ну, фактически, это чуть как бы второй этаж совбеза. Конкретные страны, реальные страны. Хочешь, плати миллиард, вступай. Нет миллиарда, сиди, подчиняйся. Как вы думаете, вот сейчас на этом фоне младенцем в политике, наверное, выглядит Зеленский и никто больше? И Зеленский, и Макрон, вот, и Ступ, и вся эта тусовочка, вот он именно о них и говорил. Опять еще раз отсылка к стратегии нацбезопасности США. Когда американский президент ее согласовывал, ее прописывали именно так, как ее прописали, там было записано, что Америка будет поддерживать патриотические силы в Европе. Это значит правых. То есть это значит, что американцы будут поддерживать правые силы в Европе, усиливать национальное государство в противовес надгосударственной настройке. То есть, по сути, и здесь речь идет об этом. То есть, что младенцев в политике не будет. Те, которые привыкли отдавать на откуп над национальным надстройкам свои национальные интересы, Трамп их будет просто поглощать в том или ином смысле. Неважно, в экономическом, в территориальном, еще в каком-то. То есть, он об этом говорит прямо. Что касается Совета мира и ООН. Он буквально недавно высказался опять, вспомните его выступление в ООН, как он разносил эту организацию, как он говорил, что они даже не могут ему субтитры настроить, да, или как там бегущую строку. Вот. Потом, вот недавно он сказал, что он запостил видео у себя в социальных сетях, в котором там какой-то мужчина рассказывал, что основной противник США это не Китай и не Россия, это НАТО и ООН, то есть внутренний враг для Соединенных Штатов Америки. И это определенный культ, с которым необходимо уже заканчивать. То есть, по сути, Трамп с самого первого дня своей каденции, он говорит, что ООН – это рудимент, что он изжил себя, что его необходимо заменить. Понятно, что многие страны не согласны, и в том числе и геополитические игроки с этим не согласны. Но Трамп постепенно готовит базу альтернативы ООН, в которой он собирает тусовку, которая для него понятна, которая действительно принимает решения и решает. Как ни крути, даже маленькие страны, которые туда входят, они являются субъектными. Не все, конечно, да, но есть те, которые принимают решения в региональных вопросах сами. Остальные ориентируются там на Соединенные Штаты Америки. Но про британских стран там не будет. И, конечно, есть, можно сказать, что внутри Армении, например, есть там довольно-таки серьезное лобби, но с этим лобби, я так понимаю, что Дональд Фредович тоже решает заканчивать. Поэтому, дорогие друзья, речь идет о том, что создается новая площадка, которая в новом переделе мира, в формировании нового мирового пространства, многополярного мира будет играть ключевую роль. И прокатывать ее будут на газе, потом на Украине. Интересно, конечно, идет этот геополитический расклад. Ну да, Махмуд Аббас в Кремле, туда потом Четвитков. То есть, если мы 18 стран сейчас вошли и подписали Совет мира, что-то вот большое закручивается, и это варево, да, Украина за бортом, а Украина говорит, ну, один только комментарий от Трампа, что в самое ближайшее время война закончится. А давайте вот оттолкнемся от вот этого посыла, что вот в самое ближайшее время. Никита Келлога, который там говорит, нам бы вот сейчас перезимовать, а потом ну, может, к 24 августа все и, в общем-то, и закончится. Это такие прогнозы от Кита Келлога. А вот реально, да, как вы оцениваете, а готова Украина к завершению войны? Сейчас какая-то очень интересная тенденция пошла. Это все, конечно, мелочи, но эти мелочи, отдельные штрихи создают общую картину. То какого-то депутата взяли от Порошенко, который там умотал за границу за какую-то там мелочь. Сейчас у начальника Госпогранслужбы проводят обыски НАБУ, что там сигаретками приторговывал. Стандартный бизнес на границе, то есть в Европе сигареты дороже, в Украине дешевле, и вот как бы, ну, на разнице контрабанды, там шары летают, переброски, в общем, люди, это все. Но, понимаете, заметили и взяли.
то какие-то там непонятные справки кто-то выписывал, даже в Киеве. Зам одного из главы районов, в общем, брали, отправляли в часть, а там в части списывали, это стоило десятку, двадцатку, и ты вроде как уже списанный гуляешь по столице, у тебя все хорошо, тебя уже не... Ты уже отслужил свое, попал в часть через ТЦК, а в части сказали «аривидерчи». То есть денежки, денежки. Но это я не беру вот эти крупные, там, яркие истории, хотя суть мелочная, там, Тимошенко, да, повылазили вот эти разные бизнесмены, которые нам напомнили о том, что существует такой, как Баканов, что ему деньги передавали, грубо, налом, фотографии, там, один из бизнесменов говорит, что вот, мы там, эта система, они обелечивали. Короче, такое ощущение, что все начало вот это вот как-то оживать в этом муравейнике. Это признак окончания войны, это признак нового передела, и вот как внутри система, да, условно воспримет завершение, вот конец. Например, свисток свистнули, все, игра закончена. То, что на первый вопрос отвечаю, да, готова ли Украина к миру? Украина как страна, Украина как народ давно готова к миру. Украина как власть, как эта система ни в коем случае не готова ни к какому мирному процессу. Как будет реагировать система на эти процессы, которые действительно запущены и они необратимы? То есть все в заданном направлении идет, и машина только разгоняется. Система, как и любой живой организм, который стоит на грани полного уничтожения, да, в данном случае я имею в виду политического уничтожения власти, да, то есть и тех структур, которые они выстраивали, и этим в первую очередь занимаются американцы, она, как любой живой организм, она начинает сопротивляться, то есть всячески хвататься за возможность выжить, выстоять, сохраниться, застолбиться на тех позициях, на которых она сейчас есть, и готова на этот алтарь положить все. Неважно, какие для этого нужны жертвы, какие нужны разрушения, какие нужны потери, они готовы на это идти. Самый такой четкий маркер и яркий признак того, что система всячески пытается ухватиться за жизнь, это высказывание Федорова насчет того, как необходимо себя вести на поле боя, чтобы решить вопрос с Россией, что русских должно погибать 50 тысяч в месяц. Да? Это высказывание Зеленского, что будут новые диверсионные акты на территории России. И высказывание Сырского, который анонсирует новое наступление. То есть, когда система готовится к мирному треку, к транзиту, да, в мирное направление, к решению вопроса в миротворческом русле, она подобных заявлений и подобных действий не осуществляет. А то, что сейчас происходит, это доказывает лишь то, что они готовы положить на алтарь этого все, что у них есть, чтобы сохраниться. Им сказали, вам необходимо продержаться, вам нельзя помочь Трампу получить Конгресс и Сенат. Нельзя. То есть парламент должен быть за демократами. Для этого Зеленскому нужно сорвать игру Трампа. Именно в этом контексте и звучат все эти заявления. Могут ли действительно сделать наступление? Могут. Друзья, могут. Как бы это абсурдно ни звучало, это полностью бессмысленное с точки там, военных каких-то стратегических и тактических действий решение, но с точки зрения политики, с точки зрения слома игры Трампа, это решение единственное для Британии и для Зеленского, чтобы сохраниться. Идти в наступление и показать, смотрите, мы можем. Да? Для этого они будут готовы бросить в бой огромное количество людей. Именно по этой причине Федоров выступает и говорит, что у нас 2 миллиона мужчин находятся в розыске ТЦК. Их необходимо найти. 200 тысяч еще ушло в СЗЧ. Их необходимо поймать. И тут же Сырский говорит, что все, кто возвращаются с СЗЧ, они автоматически становятся штурмовиками. Автоматически попадают на передовую и их направляют в самые горячие точки. Та же история, почему вокруг Купянска сейчас они бьются. Не из-за того, что Купянск им так нужен. Это опять новый символ. Им нужно показать, британцам нужно показать, что нет тяжелой ситуации на фронте, что есть какие-то позитивные прорывы. Только в политическом аспекте. И самое страшное, что ради этого они готовы положить очень много украинских солдат и даже мирных жителей.
Так о фронте забыли, вы заметили, Александр? Вот вы забыли. Вот вы Купянск вспомнили, а там свои дела, там свое продвижение. Оно тихонько, тихо и сапой, так и происходит дальше. И никто уже, собственно, даже вот, даже вот в обзорах разных, да, событий, сейчас вот там Зеленский, тыл, подождите, война же идет, войну никто не отменял. Мне там Рёбке что-то пишет о продвижении, ну это вообще никому не интересно. То, что война неинтересна, вот сам как процесс там вперед, назад. Причем я заметил, что мало интересно и в украинской медиа там вот этой всей тусовки, да и в российской, хотя там стандартно, конечно, публикуют вот эти, ну, определенные вещи, имеется в виду сводки по фронту и так далее. У нас даже в Украине сводок по фронту толковых нет. Почему такая история? Вот как это, вот если мы все должны воевать, если у нас теперь перешла война не в том плане, что как защитить страну, сберечь государство, а в том, что четкий показатель, короче, 50 тысяч в месяц надо убивать россиян, а ты сидишь и думаешь, погодите, но у нас же все-таки страна, у нас же все-таки, ну не знаю, там, государство, есть там ценности у этой страны, есть там, даже пускай вот эти националистические, во многом даже превратившиеся в форму ублюдских, да, ну вот этих, когда украинским... Вообще я в шоке, откуда в Украине, Александр, еще нормальные солисты и вообще и балет оперный еще функционируют. Оперный балет, то есть это же, смотрите, это так кажется, что там танцульки, это тяжелый труд, человек посвятил, это как спорт, он посвятил всю свою жизнь, он там эти ноги бедные, понимаете, вот это у них, и они поехали в Европу для того, чтобы как-то поддержать штаны, они не смылись, хотя, ну, должны пойти, там много эпизодов было, когда вот эти культурные там всякие оркестры, всякие там другие, они просто смывались, не возвращались с гастролей. Они едут, проводят гастроли, собирают деньги, выступают. Эти деньги идут не им в карман, этим артистам, которые в колготках прыгают. Не-не-не. Они идут организации, на в общем, это нормальная практика, гастроль. И они дают Чайковского «Лебединое озеро». И Минкульт говорит, надо вот, короче, там чуть ли не поувольняем всех, потому что вот этого негодяя Чайковского выдают. Понимаете? То есть у нас вот такой идет посыл, вот такой идет накат. И ну, это просто что-то необыкновенное внутри, да, вот это вот, скажем так, система генерирует. Они просто боятся, понимаете, в чем дело? «Лебединое озеро» – это то, что скоро будут крутить по телемарафону. То есть они боятся как огня вообще «Лебединого озера». То есть это определенные флешбеки, это воспоминания из детства у Владимира Александровича Зеленского. Поэтому нельзя ему лишний раз напоминать про существование «Лебединого озера». Потому что скоро его придется крутить по телемарафону. И он этот же момент, как мы обсуждаем, хочет отстрочить. Не надо. А тут, получается, украинцы едут и как будто стебутся с него, да, танцует «Лебединое озеро» в Европе. Кстати, если Трамп так и дальше продолжит, то «Лебединое озеро» будут крутить и в многих европейских странах тоже по национальному телевидению. Если серьезно возвращаться к вопросу, ну это дикость, это тупость, это близорукость. И я вообще не знаю, какие еще слова подобрать цензурные, как описать то, что сейчас происходит в культурном контексте. Чайковский – плохо, Булгаков – плохо, да, Лев Толстой – плохо, Пушкин – плохо, все плохо. Ніцой – хорошо. Єдине, да, хорошо. Москву ротих треба виганяти. Вони во всьому винуваті. Ребят, ну кажется, ну это уже идиотизм. То есть они до абсурда доводят. Но в этом смысле молодцы. Вот есть книга такая «Москва-2048» Владимира Войновича о том, как мужчина с 80-го года, если не ошибаюсь, еще Советского Союза, попадает в 2048, а там коммунизм. Вот в коммунизме все в коротких штанах ходят, и все практически доведено до абсурда. И в конце он общается с этим главным и говорит, ну зачем ты так все сделал, да, вот, ну к чему? Он говорит, я самый большой гениалиссимусом его звали, кстати, как и нашего, да, зовут тоже гениалиссимусом в определенных кругах. И он говорит, вы единственного не понимаете, я самый главный
противник коммунизма. Я больше всего сделал для его разрушения. Я довел его до абсурда. Так вот, я не удивлюсь, если Зеленский скоро будет выступать на каких-то других телеканалах и говорить, что он довел эту ситуацию до абсурда. Друзья, я просто, есть часть людей в Украине, которые ужалена этим недугом и которая верит свято, что если бороться с памятниками, то жизнь улучшится. Ребят, боретесь с памятниками с 2014 года. Ленинов поснимали, до Пушкина дошли, Булгакова возле его дома на Андреевском спуске, возле его дома величайшего человека сняли. Сейчас Чайковский мешает. Вам от этого что? Теплее дома стало. Денег больше появилось, дети в безопасности живут. Вам лучше живется после того, как вы Ленинов снесли, да, и Булгакова сняли, и Пушкина заколотили, и Екатерину в Одессе убрали. Что от этого кому-то стало лучше? Лучше стало тем чиновникам, которые бабки заработали на табличках, которые улицы переименовывают. Вот кому лучше стало. И тем, которые разделяют украинцев изнутри, работая на ослабление народа в первую очередь. Это ж понимать надо. Тут 2 плюс 2 – 4. Понятная математика, и не надо 7 пядей во лбу иметь, чтобы осознать это. То есть саморазрушение и вообще разрушение никогда ни к чему хорошему не приводило. До основания разрушим, да, но новый мир не построим. Нет денег, ребят, у вас, чтобы новый мир построить. Да никто не позволит такой мир построить. Это концепция, которая хорошо работала в предыдущей стратегии США, которую Байден запускал. Стратегия поменялась, соответственно, и пианист больше не нужен. В этом вся история. Не надо больше все. Поэтому можно долго гоняться за Чайковским, за людьми, которые танцуют этот балет. На самом деле, балет Чайковского, во всем мире, мировая элита, все просто ходят, аплодируют и мечтают попасть на качественный балет, чтобы его посмотреть. Но только в Украине, как и во всем мире, Булгакова переводят на сотни языков, читают «Мастер и Маргарита» и другие величайшие произведения. Но только в Украине готовы полностью отказаться от очагов мировой культуры. Потому что Шура Балаганов, кроме Москвы, из очагов мировой культуры знал только Киев, Мелитополь и Жмеринку. И на этом все. То есть больше ничего не надо. Вот это уровень, это показатель интеллектуальной способности, интеллектуальной зрелости и духовного равновесия внутри части общества и внутри элиты. Но я хочу всем напомнить, ребят, вот вы когда начинаете возбуждаться в негативном контексте на Чайковского, на Булгакова, либо еще на кого-то, да, кто на русском писал, кстати, Шевченко тоже, не дай бог, руки и до него дойдут. Вы вспоминаете, что те, которые вам эту тему подбрасывают, на пленках НАБУ разговаривают исключительно на русском языке. То есть они вам эту тему бросают. И опять вспоминаю незабвенный мем, кто-то создал, да, когда чиновник бабки ворует, толпа заметила и говорят: держи вора, и он говорит: чему на украинской, и начинают все друг друга чубасить, за чубы тягать. В этом вся проблема. Поэтому, хотелось бы, чтобы люди осознали, что в созидании будущее, а не в разрушении. Я на это надеюсь. Мы же львы. Ох, да. Мы же львы. Обложиться этими самыми, да, и рычать по утрам. Проснулся, порычал, и сразу как-то самоуверенность. Мужчина-заменителях проснулся, да, и рычишь. То есть вы же понимаете, что это определенная, пощечина. Это даже не то, что пощечина, это пощечина резиновым мужчина-заменителем по лбу, понимаете? Потому что, правда, как еще, до каких можно еще дойти, до какого ужаса можно дойти в отношении к людям? Нас там Шмыгаль пытается, говорит, вот мы там киевские энергетики придумали какую-то идею, чтобы запитаться, котлы, вот это все. Да заканчивать войну надо, запрашивать перемирие, запускать эти же бригады, каким-то образом пытаться поддержать жизнь, сказать, что, опять-таки, этого не делают по объективным причинам, да, зависимости от тех же Британии, от тех же глобалистских структур.
Я хотел бы с вами в финале рассмотреть еще очень важный вопрос. Мы так его коснулись по поводу Совета мира, как предтеча внешнему управлению Украины. Очень ценная мысль, тем более, что ну, сейчас там активно опять вспоминают картинки, какой будет Газа, да? А это четко, ну, земля под внешним управлением, под началом. То есть мы можем эту параллель сейчас использовать. Можем, потому что нам Витков дает посылы про беспошлинную зону, потому что Путин говорит, используйте мои... Мы можем сейчас об этом говорить. Но меня интересует вопрос выборов на этой территории. Смотрите, сейчас какая у нас история? В Да, Газе или в Украине? Не, в Украине, в Украине. Смотрите, в Газе там пускай выбирают, кого хотят, дело не... Вот как раз они отстроят вот это вот то, что там хотят. Там, И кстати, выбирают. смотрите, там же тоже очень интересный момент. Ни в Венесуэле, ни в Газе это все не быстро. Никто не дает вот это вот народу власть. Давай, принимай решение, выбирай там кого-то, а мы с ними будем договариваться. Как с кем? Как, опять, это же ключевой посыл с реальными людьми, у которых реальная власть, или младенцами в политике. То есть собралась горстка людей каких-то, у которых IQ низкий. Это же тоже феноменальная история произошла, мало кто обратил внимание. Трамп говорит, у сомалийцев низкий IQ. Все. А если, допустим, да, у них низкий IQ, кого они могут выбрать? Да, среди младенцев в политике. Поэтому они не торопятся ни в Газе выборы проводить, вот эту демократию проводить, ни в Венесуэле тоже они оставляют того, кто есть. Потом, через годик, там урегулируем, наладим все, и будете там выбирать себе власть. Это тоже тенденция. Сброшены все маски. Никто демократию не сеет. Они сеют свой миропорядок, американцы. То есть это вот четкий посыл. Он же сказал, что он диктатор. Да, говорит, а что я диктатор? Я сразу Лукашенко вспомнил, тут тоже так говорил. А что, говорит, я диктатор. Да, я диктатор, надо порядок наводить. Смотрите, Украина. Сейчас вообще как бы рассматривается вопрос о переброске, например, там, власти к военным. Там Белецкого опять рассматривают под лупой увеличительной, что там вообще у Белецкого, какие варианты. А вдруг его главкомом назначат, а тут возьмет и власть захватит, ну, например. Другие говорят о неких выборах, которые в любом случае будут. И сейчас там у нас череда публикаций о том, что это невозможно, выборы в телефоне это нереально. Диденко выходит, глава ЦВК, говорит, не-не-не, незаконно. Плевать, законно, незаконно. Нагнут и будут выборы. И, собственно, под выборы Зеленский сейчас и проводит вот эту свою кампанию встреч со всеми на свете. С точки зрения выборов, да, когда Дубинский сидит, ему дали возможность выйти под залог, он выходит и говорит, нет, вы меня должны или отпустить, или запереть в СИЗО. Ну, то ли денег не хватило, то ли там доигрывает политически. Шуфрич, след простыл, уже достаточно много времени прошло, да, по поводу залога. Одна Тимошенко прошла новость, что... А у них одинаковый залог, 33 миллиона там с копейками. Одна Тимошенко сказали, что собрали там 13 миллионов, но они сейчас судятся, может, там сторгуются. Если что, соберут и остальное. То есть фактически никто не платит этой системе залоги. Почему и как это связано с выборами? Вот если внутриполитически этот аспект рассмотреть в финале. Насчет залога вообще 33 миллиона, да, есть ощущение, что у какого-то судьи это просто любимое число, да, но слава богу, что не 300, а то в рифму бы отвечали судьи, поэтому 33 так 33. Ну, это дикость, это вообще безотносительно там Дубинского, Шуфрича, Тимошенко, это просто дикость, потому что залог должен выноситься исходя из декларации, исходя из возможности оплатить, потому что деньги должны быть... Не, подождите, он должен исходить из ущерба. Не, ну это в первую очередь, да. Но там ущерб... Тут тоже очень интересный момент. Подождите. Какой у тебя залог? А что у тебя есть? Ну, подождите. Ну, стойте. Ущерб. Там, украл миллион. Ну, миллион положи и как бы будешь отвечать. Да, только вот момент, что Шуфрича и Дубинского вроде как не за воровство судят. То есть тоже такой нюанс, да. Поэтому откуда? Ну, это ладно. Это украинская система судья без права, да. Это отдельная тема
тема разговора, очень длинная. Что касается выборов вообще в Украине, насколько они возможны, я считаю, что будет изначально создана транзитная структура по типу вот этого Совета мира, да, который мы сейчас обсуждаем, которая будет делать временное правительство. Это по окончанию боевых действий. И только после этого уже будут какие-то электоральные процессы. Кто будет подписывать мирное соглашение? Здесь не суть дела. Например, парламент может подписать. Президию сменили, да, над этим, кстати, тоже сейчас работают. В первую очередь американцы насчет смены президии парламента. И вот тебе легитимный орган парламентско-президентской республики, напоминаю, да, форма правления какая? Парламентско-президентская. То есть, кто главный парламент, соответственно. Вот тебе парламент легитимный орган, который может подписывать. Вот, поэтому в данном случае как бы все чинно-благородно. Самое главное, что стороны конфликта, да, они признают, что парламент такую подпись может поставить. А вот что насчет Зеленского, российская сторона неоднократно высказывалась, и причем я имею в виду не просто там какие-то чиновники и политики, а Путин говорил, что с ним подписывать не будет ничего. Как бы это тоже очень важный нюанс. Поэтому и все заговорили, значит, тогда необходимо президентские выборы сейчас проводить. Технически, с точки зрения возможности провести выборы, да, президентские. Есть, допустим, такая возможность. Пускай там миллионы участков для голосования откроют за границей. А что будет с теми людьми, которые проживают украинскими гражданами на территории Беларуси и России? То есть недружественных государств, как парламент проголосовал, да, и запретил этим людям принимать участие какое-либо, вообще хотят лишить их гражданства, если найдут у них там российское гражданство. Второе, то есть закон о множественном гражданстве. Что эти люди будут делать? Путин же выступил, сказал, что они тоже должны принимать участие. Зеленский сразу сказал, нет, вот эти точно принимать участие не будут. Будут принимать те, которые там в Европе, в Штатах, в других странах, но не те, которые в Беларуси и в России. Тогда вопрос, признает ли Россия такие выборы? Поэтому очень много «но», да, в проведении выборов здесь и сейчас до создания транзитной ситуации. Поэтому я считаю, что сначала будет создана транзитная ситуация, потом будет формироваться правительство консенсуса, да, которое будет делегировать геополитические игроки своих представителей, и потом будет избираться власть. Скорее всего, будет смешанный какой-то парламент, да, из разных политических сил. Но никакого Белецкого, никакого Залужного во главе государства не будет, потому что тогда мир никто не подпишет. Тогда будет война. Война и очень длинная затяжная война, да, до полнейшего истощения. В этом вся суть. То есть на это не согласятся. Поэтому ждем транзита. А насчет Мыгаля, вот у меня единственный вопрос. Я хочу, чтобы все люди задумались, да, вот как вообще работает государственное управление и чрезвычайная ситуация. Вот ввели они чрезвычайную ситуацию в Украине. То есть ручное управление, мы с вами в прошлом эфире это обсуждали, ручное управление энергосетями, распределение в порядке очереди, аудит полностью, да, сколько производим, сколько необходимо на потребление. Все вот эти вот вещи происходят. Что дальше? Почему нет никакого экстренного совещания правительства, в котором собирают губернаторов, собирают мэров больших городов и говорят, дорогие, уважаемые мэры, какое количество абонентов у вас находится без доступа к электроэнергии и без доступа к отоплению, потому что мы из-за чрезвычайной ситуации перераспределяем на коммунальные надобности, значит, домовладение и частное владение, они находятся то есть они в порядке очереди где-то последние стоят. Давайте определим, какое количество людей. Определили, какое количество людей. Сколько необходимо времени для того, чтобы возобновить генерацию. Какая генерация возобновляема, а какая невозобновляемая. Да, тоже определили. Дальше, какое количество людей могут самостоятельно выехать. Да, какому бизнесу необходима компенсация за простой, что будет отсутствовать сотрудник. Сколько людям необходимо заплатить за то, что они не будут работать. То есть компенсаторные механизмы государства, как во всех нормальных странах, в чрезвычайных ситуациях и в таком положении. Дальше, куда людей переселить, которые не могут сами выехать, у которых нет ни дач, ни родственников. Дальше, кто будет переселять людей, я сейчас говорю про массовую эвакуацию, которая нужна из этих городов. Не просто констатировать, как Кличко, ой, надо эвакуироваться. Нет, родной, тебя выбрали не для того, чтобы ты констатировал проблему, а для того, чтобы ты ее решал, сообща с центральным руководством.
Дальше, тебе что необходимо сделать? Тебе нужно построить эвакуационные лагеря, снабдить их генераторами, полевыми кухнями, нужниками, да, и всеми остальными необходимыми вещами, койко-местами. Сколько койками, сколько сотен тысяч или миллионов людей куда переселить. Этим вопросом почему-то никто не занимается. Усиление потом каких-то полицейских миссий внутри городов, с которых будет эвакуация, чтобы не грабили квартиры. Это комплексный государственный подход. Не просто констатация, что у нас проблема в энергетике, и ой, давайте все покиньте город. Нет, так оно не работает. Малоподвижные граждане, пенсионеры, то есть люди, которым некуда ехать, люди, которые работают. То есть что им делать? Государство должно дать ответы. Я сейчас вкратце описал, как должно было происходить совещание у Свириденко, да, у премьер-министра страны, с министрами, с профильными чиновниками, с силовыми ведомствами и с губернаторами, и с мэрами городов. Но такого совещания мы не видели, иначе бы на нем хайпанули. Поэтому дарю им мысль, ребят, проводите, это не смешно. Не надо обкладываться мужчина-заменителями. Нужно в экстренном порядке людей перевозить, пока вы не восстановите энергоснабжение их домов, либо пока морозы не закончатся. Потому что мы так еще чуть-чуть люди посидят, и начнутся необратимые проблемы. В том Да числе... уже проблемы необратимые. Пневмонии, там, температуры. Ужас в этом отношении. Просто... Ай. А это, Александр, то, о чем мы говорили. Закон Эшби, когда управляющая система должна быть сложнее управляемой. В данном случае она не соответствует управляемой системе. То есть они просто не отстреливают, что им надо делать. Именно из-за этого всякие Георгиевы и угорают, и говорят, что мычите, рычите, кричите, там еще что-то делайте. Да? Жонка Кулебы рассказывает о том, что необходимо обкладываться. Вот, то есть именно Кулеба рассказывает, что идите в ресторан, покушайте. За какие бабки покушайте в ресторан, уважаемый? То есть фраза, которая вечна и сейчас работает. Уж слишком далеки они от народа. Это точно. И вы понимаете, тут такой момент есть важный. Я вот в финале наши такие рассуждения, ваши, точнее, рассуждения, ведь никто не отвечает на этот вопрос. Я вот прям, не знаю, уже который день задаю, там, даю как пас, там, экспертам, не экспертам. Нет системности решений. То есть такое ощущение, что нет вообще каких-то людей, которые там... Они выходят, там, давайте свет прикрутим. Люди выходят, опять-таки, и протестуют. Причем в Хмельницке вчера был крупный протест. Кривой Рог, Сумы до этого, Сумская область. В общем, Одесса, Киев, там, под Киевом. Они что протестуют? Они протестуют, потому что они понимают, что нет света, что обстрелы, что там враг, что вот это вот... Они это все понимают. Люди понимают. Они понимают, что они протестом не добьются, чтобы им включили рубильник, а у того выключили. Они не за это, они именно за систему, за за системные подходы протестуют. Но у нас же, понимаете, я вот почему вспоминаю начало войны. Помните, когда привязывали к столбам мародеров, там вот это, тех, кто метки какие-то рисовал, тоже какая-то психологическая история. А ведь это прямой ответ на Зеленского. Ему же все чаще вспоминают шашлыки. А почему вы не эвакуировали людей, раз знали, как и куда будут заходить, какие там конкретно войска и силы? Они же как на ладони собирались, там год собирались россияне. А он же на это ответил. Он же сказал, что если все выехали, то тогда бы русские захватили города. Да. Он это прямо сказал. Да, и говорит, у нас экономика, говорит, мы не можем позволить, это же панику вызовет, если мы начнем там эвакуировать, отселять там какие-то приграничные или там города или что-то еще. То есть тут же опять-таки паника будет, но уже не до паники, понимаете, уже не до паники. И, кстати, знаете, я не заметил, чтобы условных Миндичей, Цукерманов, Галущенко привязывали к столпам. А вот кто настоящие мародеры, вот они. Вот, по $100 миллионов свинтили с Энергоатома. И тут, кстати, вот вы говорите, да, что никто не дает на это ответ. Кто-то свет отключайте. Я когда получал образование по госуправлению, да, одним из отдельных предметов было моделирование ситуации. Вот у тебя есть сектор, которым ты управляешь в государстве.
Вот у тебя есть экстренная ситуация, что ты будешь делать? Методика разработана, люди просто не на своих местах находятся. То есть те, которые сейчас управляют городами, министерствами, профильными ведомствами, да, и вообще политикой страны, они не там должны быть. Они не, то есть они не свои места занимают. Боксер отличный, браво, да, но он не может справиться с критической ситуацией в городе, да, пусть он боксировал бы, пускай учил бы детей, тренировал. Это, кстати, отсылка к тому, кто сейчас Усика хочет видеть президентом, да, и еже с ними, таких тоже много. Ой, классно, это ж такие хороший хлопец. Зеленский тоже браво, молодец. Вот выступал бы в квартале, цены бы ему не было, пародировал бы дальше президентов. Нет, надо было стать этим человеком, которых он пародировал, и, так сказать, в себя вместить весь негатив, который он насобирал за всю свою жизнь. Да? И вот эти люди, которые занимаются вот сейчас, что делать? Да мы не знаем, может свет отключим, а может вы куда-то уедете, а может вы будете согреваться резиновыми изделиями или еще чем-то. Вот дикость. Они не должны там находиться. То есть их место, как говорил известный персонаж в «Джентльменах удачи», в другом месте их место. Александр Лазарев был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Спасибо. Друзья, подписывайтесь на Лазарева, подписывайтесь на этот канал, где смотрите это видео. Пожалуйста, напишите в комментариях, что думаете вы, с чем согласны, с чем не согласны. Всем добра и света. И кажется, мы проковыляли очень серьезно. Шишки понабивали вот в конце прошлого года, в начале этого, но все равно как бы вышли из вот этого на стадионе полукруга до какой-то прямой, да, и, может быть, она даже будет финишной. Все зависит от того, прозвучит ли свисткок, но мы ничего не пропустим, потому что мы вместе. Добра и света. Увидимся.